Всем привет из Гарварда. Меня зовут Шадир Лес. Я сейчас учусь по специальности лидерство в образовании, организация и предпринимательство. Я из родом Казахстана, и у меня стипендия Болашак. Почему именно этот университет? Есть столько вузов, почему Гарвард? Программа, которую я сейчас выбрал, это называется Leadership in Education, Organization and Entrepreneurship. Это совокупность нескольких сфер. И в дальнейшем я хочу открыть свою школу языка, чтобы подготовить учеников в дальнейшем изучению английского языка, конечно же. И вот эта именно программа сама оказала влияние, кажется, чтобы выбрать этот университет. Да, и сам Гарвард стал, большим университетом с большой историей, поэтому это стало вторым, по идее, причиной выбора. Теперь представьте, я хочу поступить в Гарвард. Какие конкретные шаги мне нужно принять, чтобы в итоге, например, к следующему году поступить на магистратуру в Гарвард? Сначала вы должны зайти в сайт Гарварда, увидеть, найти list of programs и найти именно ту программу, которая вам больше всего подходит. И потом вы должны посмотреть на requirements, это, получается, требования к этому специальности. В моем случае это было motivation letter, это здесь называется statement of purpose. Потом нужно 3 рекомендационных писем от ваших менторов, может быть. Да. Третье это IELTS, оно не должно быть меньше, чем 7,5. И разные документы, которые подтверждают, что у вас сильный бэкграунд. Нужно смотреть на эти факты. И, конечно же, нужно смотреть на дедлайн, потому что многие overseas universities deadlines, они до декабря, по идее. До декабря вы должны именно успеть податься на все программы, которые вы хотите. А какие дополнительные supportive, получается, документы вы сказали, которые подтверждают мой бэкграунд, что это может быть? Это могут быть участие в разных конференциях, это самое главное, это research, конференции именно не только, конечно же, онлайн, но и офлайн тоже. Во-вторых, это именно вы должны быть всесторонние, потому что я помню, что я сабмитнул документ о том, что я участвовал в арт-фестивале именно в школе, в школьные годы. И вы должны быть уверены, что у вас есть сертификаты, касающиеся во всех сфер. То есть для того, чтобы поступить, нужно всего лишь отправить только эти документы? Да. IELTS, 3 рекомендательных писем. Да. И документы, которые подтверждают ваш бэкграунд, это участие на конференции, какие-то research, мотивационное письмо. И на этом все. Да. Но вы должны быть уверены, что все эти сертификаты, они не только из вашей профессии, но и разносторонние. Да, это самое главное. Да. А какие советы вы можете дать касаемо получения хороших рекомендательных писем? Когда я учился в КИМАПе, я запрашивал написать рекомендационное письмо именно когда этот профессор преподает мне в то время. И тем самым он может написать о вас именно хорошие черты, нежели чем запросить это рекомендационное письмо у профессора, который преподавал вам 3 либо 4 года назад. Действующие лица, они очень помогают. И главное, чтобы это рекомендационное письмо было написано именно тем профессором, потому что некоторые могут сказать, чтобы вы сначала сами написали, а потом они могут корректировать. Это не очень-то действует. Нерабочая схема. Да. А как насчет мотивационного письма, то есть personal statement? Какие советы вы можете дать, как его хорошо написать? Этот statement of purpose, это здесь самый важный документ, который вы должны показать, кто вы на самом деле. Потому что именно читая ваш этот statement of purpose, читатель, точнее admissions, должен увидеть, какой вы на самом деле. Оно должно отражать, какой вы человек.
не надо как бы туда написать biased opinions, может быть. Главное, чтобы главное, чтобы написать, что вы на самом деле чувствуете о этой программе, может быть, что вы ожидаете от этой программы и что вас толкнуло к тому, чтобы подать документы на эту профессию. Вы должны именно начать с нуля. Например, я начал с того, что я помню тот момент, когда я не был уверен в том, что это моя профессия. Я помню, как я стучал по дверям курсов английского языка и думаю, на самом деле ли это мое дело. И это было самое сложное дело. И я именно с этого и начал, и поэтому думаю, что это и меня спасло. Теперь перейдем к вопросам финансовой части. Сколько стоит учеба в Гарварде на данный момент, если вы знаете? Если считать все расходы, оно где-то $100 тысяч, но само обучение стоит $60, это за 2 семестра. То есть 100 тысяч это включая проживание, питание, Да. Это за один год академический? Да, за один академический год, правильно. А какие финансовые возможности есть и на какой из них вы попали? Знаете, когда вы подаете документы в Америку, вы должны параллельно подать документы на стипендиальные программы. Моя ошибка была в том, что я не подал документы на стипендиальные программы. Я не думал об этом вообще, я не знал, потому что именно в Казахстане у нас система именно другая. Сначала ты должен поступить в универ, а потом уже, когда ты уверен, ты можешь подать на стипендиальные программы. Тут я чуть-чуть опоздал, ну не чуть-чуть, а конкретно опоздал с дедлайнами. Поэтому я подал документы только на грант самого Гарварда. Но Гарвард не покрывает все расходы. Оно где-то покрывает 40 либо 30%. А насчет других стипендиальных программ есть программа Fulbright. Конечно же, нужно смотреть на дедлайны и на какие документы вы должны сабмитнуть, чтобы пройти через это. Потому что подать документы в университет это другое, а подать документы на стипендиальную программу это совсем тоже другое. И поэтому вы должны уметь балансировать эти все подачи документов. И насчет стипендиальных программ, даже если вы не поступите, точнее, вы не уверены, что вы поступите в этот универ, вы должны именно подать документы именно начиная с сентября уже. Потому что дедлайны именно во многих специальных программах заканчиваются где-то в ноябре, даже раньше, чем подачи в университет. По какой стипендии вы сами интересуетесь на данный момент? На данный момент я учусь по специальной программе Болашак. Это специальная программа, которая предназначена для казахстанцев. Она покрывает все: и перелеты, и визовый сбор, обучение, проживание и страховку тоже. Но здесь есть одно, нюанс. Ты должен вернуться в Казахстан после обучения и отработать 5 лет именно в мегаполисах. Это в Алмате, в Астане и в Шымкенте, а в остальных городах 3 года отработки. И чтобы подать на эту стипендиальную программу, вы должны быть resident of Kazakhstan. Потом у вас должно быть IELTS не меньше 6. У вас должно быть CAS-тест. Это тест, подтверждающий ваш уровень казахского языка. Оно не должно быть меньше B1. И третье — это уже разные медицинские документы. Спасибо большое. За все ваши советы. И в конце, если бы вы вернулись сами в тот момент подачи в прошлом году или в тот момент, когда вы начали уже готовиться, какие советы вы бы дали себе? Сперва это, конечно же, податься на все existing scholarship programs, чтобы было легко жить в Бостоне, потому что это самый дорогой город, самая дорогая state, именно в United States. И, наверное, это был бы самым оптимальным вариантом. Податься на все разные стипендиальные программы и быть финансово свободно. И чтобы думать только о своей учебе. Отлично. Спасибо большое за ваши советы, за ваше время, чтобы ответить на все вопросы. Уверен, это видео поможет нашим зрителям замотивироваться, также подать заявку в Гарвард в дальнейшем. Спасибо. Да, вам тоже спасибо.
за интервью. Всем спасибо за просмотр. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии. Всем пока.